Раз. Звук, проверка, все идет. Окей. Друзья, всех вас приветствую на своем канале. Меня зовут Максим, я русский. Родился и вырос в городе Санкт-Петербург и всю жизнь прожил там. Но последние 8 лет я живу в Таиланде, в городе Бангкок. На то есть свои причины. И об этом я расскажу вам в следующих видео. Сегодня не об этом. Я постараюсь очень коротко рассказать вам о себе и о канале, на котором вы сейчас находитесь. Итак, о создании этого канала я задумался совсем недавно, буквально пару месяцев назад. И сейчас это мое первое видео на нем. Скажу честно, я немножко волнуюсь. Я подготовил большой текст, который я сейчас читаю, потому что все запомнить нереально. Продолжим. Целью создания этого канала было помочь людям в изучении такого сложного в обучении языка, как русский. Суть канала, его цель была дать изучающим русский язык контент, которого очень мало на таком ресурсе, как YouTube. То есть дать контент исключительно на русском языке, давать информацию на русском языке с русскими субтитрами, чтобы вы могли не только слышать, что я говорю, но и читать русский текст всего мною сказанного. Эта методика хорошо работает, я знаю это по своему опыту, как английского, так и тайского языков. Обо всем этом я расскажу вам в своих видео позже. Если вы уже заметили, я говорю медленно, для меня это странно и непривычно. Конечно, в жизни я так не говорю, но так будет лучше для вашего понимания. Также в этом ролике есть русские субтитры, которые вы уже заметили. Или вы можете включить субтитры на английском языке от платформы YouTube. Очень не хочу затягивать это видео и делать его скучным. И все же я продолжу. Итак, создавая этот канал, я начал готовить тексты и писать сценарий к видео. Начал изучать программы для монтажа и обработки видео, чтобы начать делать для вас интересный и, главное, не скучный контент. А так как у меня абсолютно нет опыта в создании контента, в записи видео для YouTube, и я не блогер, я не учитель русского языка, и у меня нет профессионального образования, мой процесс сильно затянулся, а в связи с обстоятельствами мирового значения, о котором сейчас говорит весь мир, мои планы сильно изменились. Я несколько недель готовил большое видео о русском языке в современном мире. В этом видео я хотел донести зрителям канала о значимости русского языка, рассказать о потенциале развития русского языка, чтобы дать вам стимул в изучении и поддержать в своем видео всех, кто изучает русский, не останавливаться и идти дальше. Россия огромная страна со своей историей, со своими традициями, со своими ценностями. Перспективы для людей, владеющих русским языком как иностранным, открывают, можно сказать, расширяют новые границы в будущем, дают возможность получить лучшую работу, дают возможность к путешествиям по России и не только. Здесь я имею в виду страны бывшего Советского Союза, ведь численность русскоговорящих в мире не менее 200 миллионов человек. Процент русскоговорящих огромный, и он растет. Но по причине сложившейся ситуации в мире, я имею в виду начавшуюся войну России против суверенного и независимого государства Украины, остановили и сильно изменили все мои планы. Буквально на днях я остановил свою работу над выпуском своих видео и вернусь к ним позже. Я написал и подготовил около десятка сценариев своих видео и начал готовить видеоконтент для них. Я обязательно вернусь к этому и буду делать для вас интересный контент, такой, которого по факту на YouTube платформе практически нет.
ну или очень мало. Но сейчас я решил записать это обращение всем, кто изучает русский от своего имени, так как я это вижу, как гражданин Российской Федерации и смотря на это своими глазами. Я уже сказал, я не учитель русского языка, я не блогер и не политик, я просто русский человек, который имеет свое мнение и который хочет поделиться своим мнением с теми, кто изучает русский язык, кто его уже знает на уровне понимания, чего я говорю, и умеющих читать субтитры, которые я сделал для этого видео. Так вам будет проще понять меня. Я специально говорю медленно и подбираю, использую простые слова и выражения. И если вы меня понимаете хотя бы процентов на 30, я буду очень рад. Итак, записывая это видео, я хочу выразить свою точку зрения, свое мнение своими глазами, своими мыслями. То, что сейчас происходит в Европе, можно назвать только одним словом – война. Война, которую объявил Путин братскому народу Украины. Это безумие, это чудовищное преступление, которому нет оправдания. В России на правительственном уровне запретили говорить об этом как о войне. В России слово «война» заменили на «специальная операция». Уже неделю идет настоящая война против Украины. Гибнут люди, гибнут дети. Тысячи беженцев бегут из страны. По национальному телевидению России идет настоящая пропаганда, оправдывающая действия Путина и правительства моей страны. Блокируются независимые каналы вещания, их много. Например, прямо сегодня заблокировали радиостанцию «Эхо Москвы» и независимый телеканал «Дождь», вещавшие на российскую аудиторию и освещавшие военные действия в Украине. Уже сегодня в России блокируют Facebook, на очереди YouTube, блокируют каналы блогеров, которые не поддерживают нынешний режим и не согласны с руководством страны. В России идут аресты несогласных людей, выходящих на улицу против войны. Только задумайтесь, ребят, идут аресты людей, которые выходят на улицу на митинги против войны. Даже надпись на плакате «Нет войне» в России запрещена, и людей задерживает полиция. Старый сумасшедший дед, начавший эту войну в Европе, окончательно сошел с ума. Это ужасно, друзья. Россия, моя любимая страна, идет прямой дорогой в сторону Ирана или Северной Кореи. И мне, как россиянину, за это стыдно. Во власти России сидит вор, лжец и диктатор Путин, занимающий свою должность более 20 лет. В стране правит тоталитарный режим, партия бандитов и воров, разграбившая мое государство. В России преследуется любое инакомыслие. Нет оппозиции, она уничтожена. А главный оппозиционер страны Алексей Навальный уже более года сидит в тюрьме. Мы, русские, гостеприимный и доброжелательный народ. Мы, русские, та нация, которая отдаст последнюю рубашку. Так говорят у нас в России. И об этом знают многие, кто путешествовал по России и общался с жителями этой прекрасной страны. Но сейчас не об этом. Мы, русские, богатейшая страна, имеющая огромные ресурсы, но живущая в нищете. В стране, где есть все: нефть, газ, уголь, практически все природные ископаемые, но при этом всем обычные граждане живут от зарплаты до зарплаты. Богатеют лишь друзья Путина и его окружение. Мне, как русскому, стыдно за это. Мне стыдно за свою страну, за действия правительства России, которое начала войну против Украины, убивая не только граждан Украины, но и своими прямыми действиями уничтожая граждан своей страны. Я никогда не голосовал за Путина, никогда не поддерживал его криминальное
воровской, бандитский режим, он, Путин, своими действиями разрушил в стране все. Все, к чему прикоснулся, он все уничтожил. Мы великая держава, которая ничего не производит. Уничтожено образование, медицина, фабрики и заводы, весь крупный бизнес страны в руках друзей Путина. Старики стране не нужны, они получают нищенскую пенсию, на которую в буквальном смысле этого слова выживают. И я говорю это, отталкиваясь от своего личного опыта. У моей матери пенсия 12 тысяч рублей. По курсу на сегодняшний день, сегодня 3 марта, это порядка $120 в месяц. Это чудовищно. При этом не меньше половины ей нужно заплатить за жилье, за свою маленькую однокомнатную квартиру. Это не говоря о медикаментах, о медицине, о питании. И так в стране живут практически все пенсионеры. В общем-то, об этом в России знают все. И в эту жопу страну засунул всех нас Путин и его дружки своим более чем 20-летним правлением. Если этого негодяя не остановить, будет еще хуже, будет в 100 раз хуже, чем то, что мы, русские, имеем сейчас. Будет хуже всему миру. Если вообще мир будет существовать в том виде, в котором мы видим его сейчас. Он больной человек, который уже сегодня грозит всему миру ядерным оружием. Это будет страна не просто изгой всего цивилизованного мира, это будет страна, сопоставима с Северной Кореей, если не хуже. Это видео можно продолжать часами. Есть чего сказать, но я постарался быть кратким. Я мог бы говорить об этом еще, но и без того мой ролик получился долгим. Я не блогер, не учитель русского языка, не политик, не политолог. И это мое первое видео на канале о русском языке, о русской культуре, на канале, цель которого была помочь иностранцам, изучающим русский язык, понять его основы, научить основам общения, дать хотя бы простое понимание русского простыми словами, простым языком, дать методику, которую я сам прошел, когда просто смотришь видео, слушаешь и читаешь сказанное, что-то записываешь, что-то где-то запоминаешь, ну и в общих словах проводишь время интересно. Обо всем этом я расскажу вам в своих следующих видео, которые я обязательно продолжу делать и размещу их здесь, на этом канале. Сегодня в этом видео я просто хотел сказать, что я обычный русский парень, каких миллион, и всем сердцем против войны. В любом понимании этого слова. Я никогда не пошел бы на фронт, на войну против братского народа, не понимая цель этой войны. Я не понимаю русских солдат, участвующих в этой войне на стороне России, идущих на смерть и неся смерть, не понимая за что. За что они идут умирать? За безумные идеи старого маразматика или за деньги его друзей? Конечно, это риторический вопрос, мне этого не понять. Я против этой несменяемой власти Путина и всем сердцем хочу поддержать жителей независимой Украины. Можно очень много говорить о ситуации в России, о том, во что превратилась моя страна под управлением диктатуры Путина, о будущем страны, а оно, будущее, видится мне очень плохим, если говорить мягко и не ругаться матом. А это хочется. Уже сегодня я чувствую, как растет ненависть к русским, и это скажется на всех русских во всем мире. Если говорить простыми словами, то раньше при вопросе «Where are you from?» «Ты откуда?» отвечаешь «Я из России». И у людей были несколько ассоциаций. Например, зима, холодно, водка, медведи, балалайка, я не знаю, мафия. Russian Mafia. Ну или, например, Путин.
то сегодня Россия вызывает лишь ассоциации с войной. И это ужасно. Я могу говорить о Таиланде, в котором я живу достаточно долго по своим меркам. Вчера, гуляя вечером с собакой, я общался с охранником поселка, в котором живу. И как кажется мне, для него теперь Россия — это агрессор, который напал на Украину и устроил войну в Европе. И я с ним в этом полностью согласен. И за это тоже стыдно. Это полный пиздец. Других слов мне не подобрать. Написал мой знакомый сегодня утром из Испании. Говорит, что русские дети боятся идти в школу. И что там, в школе, их впервые называют убийцами. И можно сказать, что это только начало войны. Буквально неделя. Что будет дальше, сложно даже представить. Но то, что будет хуже, сомнений у меня лично нет. Грустно, что теперь Россия, моя родина, вызывает такие ассоциации в мировом обществе. И виной тому преступные действия путинского режима. Просто нет слов. Друзья, наверное, немножко затянул я свое первое видео, но вы уж меня простите. Спасибо, что посмотрели это видео на канале Another Russian. Абсолютно честно могу сказать, что мои первые видео я видел в другом формате. Не то, что вы увидели сейчас. Эта ситуация в мире и война в Украине вносит свои изменения. Если вам понравилась идея обучения русскому языку по той методике, можно сказать так, о которой я уже говорил, если вы, конечно, не передумали изучать русский язык из-за ненависти к России, то подписывайтесь на канал, я продолжу делать уже начатое в формате русский язык на русском языке, с субтитрами на русском в самом видео, с английскими субтитрами от YouTube. Также хочу попросить вас оставить свои комментарии к этому видео, так я смогу сделать выводы для себя. Интересно ли вам все это? Может быть, напишите в комментариях темы, которые были бы вам интересны. Или если вам интересно мое видение происходящей ситуации в России не только с моей точки зрения, моими глазами, моими словами. Также прошу дать обратную связь. На все комментарии отвечу. Ну и, конечно, хочу попросить вас поставить лайк под этим видео, если оно вам, конечно, понравилось. Если не понравилось, дизлайк. Друзья, благодарю вас. Искренне желаю нам всем мирного неба над головой. Я против войны. Мне не нравится то, что происходит сейчас в России. Об этом я еще с вами поговорю. Ну, а пока до новых встреч, друзья.